Привет, друзья! С вами канал Знакомый вкус. Сегодня будем готовить вкуснейшие рулетики с сыром, запеченные в духовке. Нежный сливочный вкус сыра в сочетании с легкой остринкой чеснока, свежестью от зелени и кислинкой от сметаны прекрасно дополняют куриное мясо и придают ему непередаваемый букет вкусов и сочность. Вариации и сочетания продуктов для начинки – это дело вашей фантазии и вкусовых предпочтений. Я же предлагаю вам вариант, наиболее полюбившийся в моей семье. Для начала куриное филе нарезаю на пласты вдоль волокон, приблизительно одинаковой толщины. У меня в среднем получается нарезать каждый кусочек на 4 части. Филе перед этим лучше немножко подморозить, так нарезать будет проще. Правда, у меня мясо разморозилось быстрее, чем я ожидала, поэтому не все кусочки удачно нарезались. Но это не беда. Что делать в этом случае, расскажу дальше. Затем перекладываю в миску. Солю. Перчу по вкусу. Добавляю 1 чайную ложку молотой паприки и перемешиваю руками так, чтобы специи распределились равномерно по каждому кусочку. После этого выкладываю филе на доску и сейчас расскажу, что делать, если мясо не совсем удачно нарезалось. Беру 2 некрасивых кусочка и кладу один поверх другого. Накрываю пищевой пленкой и слегка отбиваю молотком с одной стороны. Этого будет достаточно, так как у нас куриное мясо. Благодаря этому приему при отбивании неудачные кусочки плотно прилягут друг к другу и легко скатаются в рулетик. Перекладываю кусочки на плоскую тарелку и приступаю к приготовлению начинки. На крупной терке натираю сначала твердый сыр. Затем 1 плавленый сырок. Мелко нарезаю 1 пучок укропа. Пропускаю через пресс 3 зубка чеснока. И заправляю 3 ложками сметаны любой жирности. Можно использовать, конечно, и майонез, но на мой взгляд, благодаря кислинке от сметаны получается вкуснее. Перемешиваю. Накрываю противень пергаментом и смазываю его небольшим количеством растительного масла. Теперь формирую рулетики. На каждый пласт филе ложу ложку начинки и равномерно распределяю по всей поверхности. Сворачиваю в рулетик и обваливаю в панировочных сухарях. Затем выкладываю все рулетики на противень, можно даже вплотную. Отправляю в духовку, разогретую до 190 градусов на 30-40 минут до готовности. Время запекания зависит от особенностей вашей духовки. Ну вот наши рулетики подзолотились. Я проткнула 1 ножом, проверила, мясо готовое. Вынимаю с духовки. Смотрите, какая красота получилась. Это непередаваемо, аппетитно, ароматно и вкусно. Благодаря панировке мясо не утратило свою сочность. Советую попробовать. Это блюдо прекрасно разнообразит ваше меню из привычных куриных отбивных или котлет. Спасибо, что были со мной. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Всего вам самого хорошего и, конечно же, приятного аппетита!